Всем привет! В этом видео рассмотрим обработку деталей вращения в программе SolidCAM. Также рассмотрим наглядную обработку на трехосевом фрезерном станке с ЧПУ. Некоторые его называют плот. То есть это не профессиональный какой-то станок. Детали будут из латуни, и мне их нужно сделать 30 штук. Эту деталь не совсем просто обработать на фрезерном станке, поскольку ее нужно делать с переворотом, и не так просто ее закрепить. И предлагаю рассмотреть чертеж этой детали. Значит, мы видим фаску 1 на 45 градусов, нижний диаметр 18,1 мм. Мы видим отверстие 15,5 мм, также полная длина 24 мм, отверстие диаметром 13 и наружный диаметр 23. Тут еще на чертеже не указано, что вот эта часть составляет 1 мм. Значит, какие варианты есть? Если мы обрабатываем сверху, например, мы фрезеруем верхнюю часть, и мы можем сделать отверстие. И все. Но потом для того, чтобы перевернуть, нам нужно будет фрезеровать вот эту нижнюю часть, то есть диаметр 18,1 мм. Это очень сложно, потому что нужно будет закрепиться за 1 мм. Либо нам нужно будет продлить материал, который в дальнейшем, нужно будет его как-то обрезать. То есть сейчас я покажу, как, значит, решил эту проблему я. Вот так вот будут выглядеть у меня две детали, значит, буду обрабатывать я их по две. Она будет одна цельная куском. Буду я обрабатывать, значит, верхнюю часть, сделаю фаску. Сначала обработаю диаметр, потом обработаю вот этот нижний диаметр на 1 мм, потом сделаю фаску. Потом я делаю переворот, делаю все то же самое с этой стороны, потом обрезаю две эти детали, делаю плоскость, одной и второй, по отдельности, естественно. Потом делаем отверстие и закончено. И начнем создание самой программы обработки. Переходим во вкладку «Операция SolidCAM», «Создать фрезерование». Выбираем внешнюю SolidCAM проект. И выбираем 0 детали. Значит, у нас будет 2 ноля детали, то есть у нас будет переворот, 1 0 сверху и снизу. Нужно выбрать поверхность. Выбираем поверхность вращения, не верхнюю кромку, а именно само вращение. Вот у нас создается 1 0 по центру. И нажимаем сразу ОК. Так, в этой вкладке нажимаем «Добавить». И добавляем следующий 0. Вот он у нас создался также с нижней стороны. И для того, чтобы его переместить, мы нажимаем «Изменить направление». Вот он у нас изменил направление. Положение X, Y не важно, поскольку деталь у нас круглая. Нажимаем ОК. Тут тоже нажимаем ОК. И сейчас выберем заготовку. Так, заготовка у нас должна быть цилиндр. Нажимаем на деталь. Вот у нас создался цилиндр. Значит, в программе я буду прописывать ее, как бы я обрабатываю одну деталь. И нажимаем, значит, правая по Z будет 0,5 мм. Левая будет тоже 0,5 мм. Наружная, то есть диаметр. Диаметр у меня будет 25,4 мм, то есть 1 дюйм. Получается у меня диаметр заготовки. А по факту диаметр детали у меня 23 мм. То есть, и нам нужно на сторону добавить по 1
1,2 мм. Значит, мы добавляем наружное 1,2. И тогда у нас получится, что диаметр заготовки будет 25,4 мм. И нажимаем ОК. И выберем модель детали. Просто нажимаем на деталь, и вот выбралась модель. Значит, в этой вкладке мы все сделали. iMachining выбирать не будем, потому что он нам здесь не нужен. И нажмем продолжить. Первым делом, что нужно сделать, будем обрабатывать вот эту верхнюю часть. Нам нужно обработать плоскость. Нажимаем правой кнопкой мыши на переходы. Добавить переходы фрезерования, обработка поверхности. Выберем граница по детали. Выберем контур. Задать. И следующее нам нужно выбрать контур. В принципе, какой контур выбираем, это не играет роли. Выберу контур диаметром 23 мм, и он высветится сверху. Нажмем ОК. Также это получается контур самой детали, но у нас будет заготовка. И для того, чтобы программа это поняла, мы нажимаем модифицировать геометрию и нажмем 2 мм. И тогда наш контур расширится на 2 мм на сторону. И нажмем ОК. Теперь нам нужно задать инструмент. Нажимаем добавить фрезерный инструмент. Будет у нас концевая фреза. Диаметром концевой фрезы будет 8 мм. Все значения оставляем по умолчанию, поскольку для наших вещей оно не играет роли. Единственное, играет роль, что у нас будет 3 канавки отвода. Ну, то есть у нас будет 3 пера, которые будут резать. И переходим в параметры резания. Я выбираю миллиметром на зуб, потому что мне так проще ориентироваться. И для этого инструмента у меня там есть формула, по которой я работаю. Может, когда-то я в следующих видео расскажу, как я это все подбираю по всем этим формулам. Но по сути эта формула, как бы она немножко облегченная, и потом я как бы корректирую и увеличиваю подачу в дальнейшем. И значит по формуле у меня по плоскости XY будет 7 соток, 0,07. Также чистовая будет 5 соток. И по Z мы оставим тоже 7 соток. Обороты будут 10 тысяч. Ну и чистовая тоже будет 10 тысяч. Либо можно просто снять галочку, и оно останется по умолчанию, как вот здесь 10 тысяч. 10 тысяч, потому что шпиндель высокооборотистый, и он на малых оборотах не сильно держит мощность хорошо. Нажмем «Выбрать». Следующие у нас уровни. Глубина поверхности, точнее верхняя плоскость, первое, что мы оставим 0, глубина поверхности 0, и здесь будет 0, поскольку у нас 0 задан по верху детали. Нажмем «Вычислить». Так, следующее. Первое, что мне не нравится, это то, что оно обрабатывает растром. Зайдем в технологии и вместо растровое выберем контурное. Линейные нажмем «Вычислить». Вот так вот он у нас вычислилось. В принципе, все хорошо. Подводы и отводы все оставляем по умолчанию. Можем провести симуляцию. Следующее. Значит, верх мы обработали. Теперь нам нужно обработать один диаметром, диаметр 18,1 и второй 23 мм. Выбираем контурная обработка. И выбираем контур.
если мы смотрим сверху, контур должен быть, направление вращения должно быть по часовой стрелке. И нажмем ОК. Следующий инструмент. Инструмент мы выберем тот же самый. Эту же фрезу, диаметр 8 мм. Для того, чтобы мы поставим одну фрезу и сразу обработаем ей верхнюю часть, потом диаметр 18 и диаметр 23. Уровни. Верхняя плоскость у нас будет 0, глубина. Вот выберем глубину 23 мм. Технологию. Положение инструмента слева. Глубина по спирали. Выберем черновая обработка с шагом 2 мм. Этого будет достаточно. Также припуск оставим нулевой, но поскольку это уже в профессиональных станках можно было бы оставить припуск какой-то там оставить, для того, чтобы потом закончить чистовую. Но в моем случае станок по-любому будет, инструмент будет отгинать, и по-любому останется припуск. И потом чистовая обработка его обработает, то есть доработает. Мы поставим 2 и продление на контур оставим без продления. По спирали и все. Тут можно убрать разрешение пересечения с геометрией, в этом случае оно не играет роли. Вот создалась траектория и симуляция. Так, следующее. Обработка, контурная обработка. Значит, снимем галочки отсюда, чтобы нам траектория не показывала. И выберем геометрию. Нажмем «Создать». Выбираем нижнюю геометрию. По часовой стрелке. Все окей. Инструмент тот же. 8 мм. Уровни у нас будет верхняя плоскость, естественно, будет на уровне 23. То есть, чтобы оно с самого верха не начинало у нас обкатывать его, то есть это бессмысленно. Нажмем 23. И глубина перевернем и выберем глубину 24. То есть останется у нас обработка 1 мм. Вот она вписала. И мы можем задать дельта полмиллиметра. Минус полмиллиметра, извиняюсь. Дельта минус полмиллиметра. Для того, чтобы оно нас обкатало, дополнительно полмиллиметра ниже. Значит, выберем технология. Черновая, без припуска. Черновая обработка, значит, смотрите. Здесь 1,5 миллиметра нужно обработать. Мы, если пропишем 1,5, то оно обработает за один раз. Если мы пропишем 2, то оно тоже обработает за один раз. То есть тут уже без разницы. Пропишем 1,5, чтобы правильно все было. Чистовая обработка тоже пропишу 2 прохода дополнительно. 1,5 миллиметра это очень мало. Подводы, отводы, все по умолчанию. Вот так он заезжает. Так, быстренько симуляцию. Значит, получается у нас все хорошо. Единственное, нужно еще сделать фаску. Так, сейчас я покажу видео, как это будет происходить обработка. Первой фрезой, и дальше продолжим делать фаску.
Обработали мы фрезой 8 миллиметров, и теперь делаем фаску. Нажимаем добавить переходы фрезерования. Выбираем контурная обработка. Выбираем контур. Значит, вот наша фаска, и мы выбираем нижние контуры этой фаски. Она у нас показалась против часовой стрелки, значит мы нажимаем правой кнопкой мыши, либо нажимаем F5 и реверс. Вот оно по часовой, значит все хорошо. Ну, в принципе, можно обрабатывать против часовой, значит, для каких материалов, смотря как оно подходит. Для всех по-разному. Ну, мне нравится обрабатывать по часовой. В основном инструмент себя ведет очень хорошо, и станок тоже. Значит, зададим сейчас инструмент. Нажмем «Добавить», выберем «Засверловка». Диаметр инструмента у меня будет 10, угол 90 градусов. Значит, все значения оставляем по умолчанию, кроме числа каналов. У нас их 3. Параметры резания на зуб я выберу 0,05. Чистовая у нас не будет чистовой, значит мы ее выключаем. По оси Z, в принципе, не важно. Можно также задать 5, поскольку по Z у нас фреза работать не будет. Обороты у нас тоже будут 10 тысяч. И чистовой у нас не будет. Уровня, глубина 1 мм, она уже задана. Значит, технология. В технологии мы выбираем остаточный материал фаска. Вот выбираем фаска, диаметр режущего инструмента. Ну вот как бы на картинке все показано. Это диаметр, которым будет, короче, как бы объясните. Нижняя часть фаски будет касаться к этому диаметру. Получается, вот правильно. То есть нижняя часть мы выберем 2 миллиметра. Будет достаточно. Технология мы сразу выберем чистовая, 2 прохода. Нажмем вычислить. Смотрим, что получится. Смотрим. Все у нас замечательно. Все обработалось. Так, ну теперь посмотрим, как обрабатывается фаска. И фаску мы обработали. Теперь нам нужно отрезать. Вы помните, как я показывал, у нас 2 детали. И нам их нужно обрезать. Итак, значит, для обрезки я сначала использовал обычную ручную пилу, но потом взял болгарку, просто болгарка это отпилил как бы намного быстрее, и не нужно там ничего заморачиваться. Итак, отрезали мы детали. Что нам нужно сделать, это обработать вот эту вот плоскость и просверлить отверстие. Значит, нажимаем правой кнопкой мыши «Добавить переходы». В принципе, можно использовать этот переход первый. Ну, как мы создали для обработки поверхности, он совершенно подходит. Поскольку, как вы видели, мы обрабатывали это в 3-клочковом патроне. Вы просто вставляете деталь в патрон, упираете его об эту часть, задаете нулевую поверхность, и все, и обрабатываете. То есть мы можем как бы скопировать переходим сюда, но можем для наглядности, чтобы это было. И геометрия. Геометрия, поскольку у нас это 2-я позиция, мы нажимаем Mach 2, выбираем 2-ю позицию, граница по детали, и все то же самое, что мы проходили. И сразу же нажимаем вычислить.
сколько уровней, все у нас здесь уже прописано. Мы скопировали с тех значений. Вот оно вычислилось. И осталось у нас только сверление. Значит, сейчас рассмотрим, как у нас происходила обработка плоскости. Плоскость мы обработали. Все так же и нажимаем сверление. Здесь создать геометрию. Мы выбираем эту окружность отверстия. Тут не особо важно, можно и наружную окружность выбрать, и эту окружность. Все равно у нас будет центр детали вращения. Нажмем ОК. Инструмент. Задать инструмент. У нас будет сверло. Диаметр сверла будет 13 миллиметров. Канавки у нас, естественно, 2. Параметры резания на зуб будет 0,5. Значит, чистовых. Нам нужно задать, естественно, только по оси 5 соток. Значит, скорость оборота у меня будет 3,5, поскольку станок может выдавать скоростя. У него, знаете, как на автомобиле у него стоит коробка передач такая, что может выдавать только 7 скоростей. То есть шпиндель 24 тысячи оборотов, а у него есть только 7 скоростей. То есть первая скорость это 3,5, вторая скорость это 7000, третья, и так далее. Я не знаю, такой странный станок. Я прописываю 3,5 для того, чтобы программа тоже определяла все это правильно. Нажмем ОК и выберем глубина сверления. Выберем получение полного отверстия и также глубина. Вот эта вот кромка. То есть не до самого конца. Жмем ОК. Цикл сверления G81. То есть оно просто будет заглубляться. Вот как тут показано, оно просто заглубится, сразу просверлит и выйдет. Никаких ни остановок, ни возвратов, ничего нам этого нет. И все, нажмем вычислить. И все, и смотрим, как будет выглядеть сверление. Что хочу добавить от себя при обработке стали на таких станках. То есть тут главное, некоторые просто давай по чуть-чуть будем грызть алюминий, либо что-то еще. Станок не такой прочный, нет у него столько мощности, будем по чуть-чуть грызть. Это не всегда хорошо. Вот, например, по своему опыту могу сказать, при сверлении должна быть стружка. Она не должна быть пыль, ничего такого, должна быть именно стружка. Это, во-первых, очень хорошо сказывается на инструменте, поскольку он не так быстро тупится, а во-вторых, на самой обработке. То есть, если вы зададите, например, подачу 1 сотка, тогда ваш инструмент будет быстрее тупиться, и ничего из этого хорошего не получится. Иногда, наоборот, лучше дать инструменту намного больше режима резания. Если это видео было хоть вам немножко полезным, значит, ставьте лайки, спрашивайте, может какие-то есть вопросы. Я постараюсь на это ответить.